Эта удивительная история произошла с Майклом Покардом, ловцом лобстеров. В тот день он со своей командой был на промысле у мыса Кейп-Кот, неподалеку от города Провинстоун в штате Массачусетс. День был вполне обычный, и Майкл готовился к очередному погружению, чтобы проверить ловушки для лобстеров. Он спрыгнул за борт и начал погружение. Далее повествует сам Майкл. Я начал спускаться и опустился на глубину около 12 метров. Внезапно начало быстро темнеть. Я подумал, что, возможно, на меня напала акула. Затем все погрузилось в полную темноту. Паники не было. Я ощупал себя, руки и ноги на месте, ничего не болит. Я жив, могу дышать, но не могу свободно двигаться, что тоже мало меня со всех сторон. Тогда я понял, боже мой, я во рту у кита, он пытается меня проглотить. Это был горбатый кит, который, конечно, не собирался есть ныряльщика. Просто Майклу не повезло оказаться на пути кита, который в тот момент заглатывал очередную порцию воды с планктоном. Майкл продолжает: «Я думаю, что пробыл в пасти кита около 30-40 секунд. У меня был акваланг, так что я мог дышать. Честно говоря, в голове особых мыслей не было. Я очень боялся, что кит может нырнуть на глубину, ведь они могут погружаться до 2 километров. Тогда у меня не было бы шансов спастись. Я начал дергаться и ползти в направлении, как мне казалось, рта. В какой-то момент я почувствовал, что лечу. Кит поднялся на поверхность и просто выплюнул меня. Тем временем помощники Майкла наблюдали за ситуацией с борта катера. Джозайя Мэя рассказывает, все шло как обычно, но вдруг я перестала видеть пузыри от дыхания Майкла. Я сильно испугалась. Вдруг вода рядом с катером начала бурлить, и я увидела, как что-то поднимается снизу. Сначала я подумала, что это белая акула. Но затем появилась голова кита, и он открыл рот, выплюнув Майкла. Это было невероятное зрелище. Пока мы вытаскивали Майкла на катер, он все время повторял: «Он хотел меня съесть, он хотел меня съесть». Конец этой истории удивителен. Майкл не получил серьезных повреждений, за исключением пары синяков и вывихнутого колена. Из больницы его отпустили в тот же день. Покинул ли Майкл свою работу? Нет, он по-прежнему занимается ловлей лобстеров. Но теперь он стал чаще креститься перед погружением в воду.